Всем привет, это Team Spirit. Все уже заждались нового масштабного патча в доте, и вряд ли скоро мы его получим. Поэтому мы спросили у парней, что бы они изменили в любимой игре, а каких героев бы удалили в принципе. Сейчас и узнаем. Я бы точно поменял, какое сейчас расположение у Radiant, потому что у них лайна очень близко встает на любой линии. Также просто добавил бы еще один кэмп эншентов в оба леса. Но лампосты бы я, чтобы с ними переделал, я не знаю, потому что они сейчас довольно бесполезные. Шрайны бы еще добавил. Было бы здорово их добавить, но как-то переработать. Ну, чтобы ты мог их задизейблить, например, чтобы их не могли заюзать, ты мог просто отключить на какое-то время. Можно просто сделать так, чтобы когда в пределах какого-то радиуса есть враги, ты не можешь его использовать. Да. Короче, я думаю, на самом деле, что сейчас плюс-минус карта балансная по поводу Radiant Dire, потому что за Radiant проще Рошана секьюрить, а за Dire проще стакать и фармить. Вообще, еще заметил, за Dire намного проще во вражеский лес пройти. И это тоже. Вся фигня в том, что у Dire все подходы плюс-минус близко, и ты все подходы можешь ревилить, и при этом они все на хайграунде прям кучно стоят. А за Radiant ты можешь подняться на хайграунд, не разревилиться инста, и Все, там очень видишь. много пространства, да. Там мало деревьев. И много вардов можно поставить, типа, незаметных. Самый балансный герой — это сейчас Вивер. Из-за жуков, из-за Шукучи, из-за его дэмэджа, из-за его статов. Просто этого героя очень на лайне. По сути, ты любого спорта на Вивере ты просто перехарасишь. И у него огромный килл потенциал, и плюс этого героя очень трудно поймать. Этот герой просто вносит кучу импакта. Он может сейвить, может ревилить, он может помогать убивать Рошана. Но точно пофиксить жуки, чтобы они разбивались не с 4 ударов, а там вот... Я слышал идею 2, 3, 3, 4, чтобы вот так было. Пофиксить кулдаун на Шукучи, там, сделать, я не знаю, 7 секунд или 8 секунд, хотя бы так. Или монокост просто повысить на Шукучи. Правда, ничего не хочешь сказать? Ну, вдруг. Или про Марса, ОД, или про Свардара. В смысле, или про Беста. Насчет Беста я бы сделал так, то, чтобы у него птичка, когда она двигается, ее видно на него в инвизе. Но когда она встанет на месте, она тогда вот уже будет в инвизе. Ну, Мышсейра, не знаю, эта шмотка, она такая, просто там очень странная. Если бы она дала там 10 ловкости, к примеру, 10 интеллекта, то ее, скорее всего, покупали бы ловкачи, там, рейнджерики, типа снайпер, ПВ. Она дает 30 ловкости. Она не дает 30 ловкости? Дает. Мейджслэйр не дает 30 ловкости. Мейджслэйр дает 30 ловкости. Я вышел в интернет с таким вопросом. Это другая шмотка. Ну, Кримсон сейчас просто нет смысла покупать, потому что сейчас такие герои, которые... Ну, как бы им плевать на Кримсон. Сейчас, нет таких героев, просто которых сейчас в мете, против которых нужно покупать Лотус. ТБ, ПО, Наги, они сейчас, по сути, очень редко играются. Видживайн просто его могут вязать, на самом деле. Он иногда может зарешать. Но есть, мне кажется, просто шмотки получше. Так, по поводу Мейджслэйра я могу сказать, у меня есть гениальная идея. Короче, все шмотки, которые собираются не из сустейна на линии и при этом не дают тебе ловкости, это нереальная хуйня. Ну, это шмотка бесполезная просто. Да, она просто тебе даже фарм не бустит, Да, ты против кого ты ее соберешь. Она не бустит фарм, не дает тебе сустейн, поэтому БФ лучшая шмотка в мире. В целом я бы все поменял, потому что то, что сейчас мне просто надоело. Но я бы добавил такую маленькую вещь, знаете, типа микро-хайграунда. Это типа просто на карте были бы такие подъемчики, вот такие, как такой склон, такая горка, так, оп, вот так. И если ты на нее встанешь, то это типа как типа высокий хайграунд, и там типа не видно тебя вообще. Только вардами на каких-нибудь, если только на таком же уровне находишься. Вот, и туда тоже можно было бы встать варды, центры, туда можно было бы встать, например, и просто спрятаться и поджидать врага. Чего вы там, не балуйтесь. Вот, я вот такую штуку добавил. Так, по поводу рун, у меня вот такая идея, причем недавно пришла. Например, за минуту до появления руны ты бы знал, где она появится. Соответственно, можно было заранее продумать там какой-то небольшой план, там, подготовить ресурсы там на героях, да, и прийти там, если что, за руну подраться. Тут нужно все-таки как минимизировать хоть как-то рандом. Блин, по шмоткам я вообще не знаю, как-то особо не думал. Обычно ты их не покупаешь, Ярик. Ну да, я знаете, на саппорте у меня там, дай бог, линзу нафармлю на какой-нибудь саппорте. У тебя один билд аркана линза. Да, обычно арканы разбираю в линзу, и, в принципе, на этом игра заканчивается. Я бы добавил какую-нибудь нейтралку, которая бы могла давать вижен
на хайграунды. Это для того, чтобы ты мог поставить центры на землю и прочекать какой-нибудь хайграунд на обсервер. Вот. Мне вот такого вот в доте вот прям вообще не хватает. Еще я могу по героям сказать тоже немножко. У меня есть темпларка. Надо, чтобы трапы перестали давать вижен. Я это вот вообще ненавижу. Это просто самое имбовое, что есть. Все по факту, на самом деле. Блин, Эту парку вообще надо удалить из зад. Не, темпларку оставьте, не трогайте. по трэпам, на самом деле, они должны давать вижена просто меньше, особенно с шардом. Ну, с шардом слишком много, их много, они дают много вижена. Но вообще сам факт того, что они дают вижен, наверное, окей, он просто должен быть очень маленьким, только если ты прям наступишь на нее. Все нравится. Прям абсолютно все спилы, механики. Кроме механики Астрала. А АД. Течис нравится? Вот, кстати, Течису я вот думал, ему надо удалить, типа, ну, в доте вроде нет больше механик суицида, кроме Течиса. Нет, он не должен, типа, шотать героев. Пусть Вообще- 1 хп остается. Течису надо сделать так, чтобы либо мины были видны, либо чтобы он с аганимом только делал их, ну, типа, невидимыми, но при этом была табличка. Ну, потому что герой слишком имбалансный. Бестмастер, ОД, Слардар, Баланар, Марс, Андерлорд, Эмбер, Эмбер? Лина. Акс еще, да? Аксу должны вернуть физический Ну, урон от крутилки. Сделать... Да. Мага, что за Он бред? играет против любого фейнера, и сейчас у всех нужно понервить, чтобы он Конечно. стал абсолютно легким. Конечно, Мага, конечно, не должен быть спелл, который наносит чистый урон. Это обычный спелл. А у этого чела 3 спелла. И еще ульта, которая наносит, просто пробивает все. Вот, Бестмастеру надо сделать так, чтобы кабан не замедлял скорость атаки. Ну, еще я бы ему сделал так, чтобы он не получал бонус дэмэдж от топоров. И, в принципе, удалил бы второй домик, потому что это ненормально. Да и героя тоже можно, в Ну, принципе, и героя, в удалить. принципе, тоже можно снести, да. А, чтобы каждый керри кайфовал на ване. Конечно, Мага, но это и легкая линия. Почему легкая линия стала сложной? А сложная линия стала легкой. Когда это произошло? Ну, это же полный бред. ОД надо сделать, чтобы просто метеор пофиксить, и чтобы у чела был магический тоже урон с арба, и при этом, чтобы Астрал просто не наносил так много дэмэджа. Марс, чтобы у него не было дополнительного урона по героям, потому что это просто ебаный бред. Ну и чтобы у него копье просто не станило на 200 тысяч лет. И при этом, ну, чтобы оно либо просто летело супер медленно, либо чтобы у него просто был меньше урон, потому что это ненормальный урон. У первой позиции что надо поменять? Так, ну апнуть фантомки криты. Не, криты не надо апать. Мага, вот, чтобы у него Реген статок был, там нормально. 6 армора на первом Короче, левеле. антимаг нормальный, но я бы ему вернул талант, который у него был на 8 армора. Поднял бы Джиггернаута, чтобы у него ульта никогда шла 140 секунд. Вот 90, 80, 70 было бы идеально. Чтобы... Баланс на героя будет, да. У него Омнислэш, может контриться Гастом, Глиммером, Еулом. Не, он должен автоматически давать тогда нулифайр тогда. Ну, Ну, если 140 секунд. либо когда ты нажимаешь его, чтобы у тебя талант был на 20 левеле, что применять очищение на врага все время, пока он длится под Омнислэшем. Да, это Либо нормально. типа просто сделать меньше КД, потому что у тебя ненормально, когда ты играешь на керри, а у тебя кнопка, от которой типа full ДПС, это КД 140 секунд. Типа это просто устаревшая механика. Подожди, а как задолжить, получается, он не свэш? Никак. Ты должен его просто хавать. Тут типа либо хавать, либо сплитить. Что бы я еще сделал? Фантомки бы сделал, чтобы у нее, когда ты вкачиваешь крит, тебе давали бы дэмэдж еще плюс. Так, ну апнуть фантомки криты. Не, криты не надо апать. Типа там 30, 60, 90. А, напомните, мы где находимся вообще? Еще папич так говорил. Ну, находимся в студии, где я записываю свою книгу. Вот точно я бы вернул Аквилу, чтобы ее можно было купить, потому что сейчас на керри нет шмоток, которые дают монореген, кроме Вайтстоуна. Бластрик должны удалить. Типа то, что дает 100% миссы, это 100% должны удалить. Сбросить это. Это вообще фигово, Ярик, ты чё? Ну, ты можешь Просто это... вот я прыгаю на темпларке, ударя аппарату, который 500 хп, и не могу его убить. Да, ты просто не можешь убить, тебе надо нажмите. пурджить типа с себя, БКБ? нажимать БКБ. Просто на киллсап. Вообще надо добавить, мне кажется, шмотку типа на блинк. Там на тир 5, тир 6, чтобы у тебя был типа, ну, плюс-минус блинк на типа на врага или на союзника. Но я бы точно поменял концепцию именно фарма карты, потому что
ну, он уже слишком приелся, уже там по-любому бы изменил именно траектории, типа экономику фарма. Вообще я бы поменял экономику за убийство, за фарм крипов. Ты вообще, наверное, новую игру бы, да, создал уже? Не-не-не, я бы поменял, что за соло-киллы слишком много голды дает. Это дисбаланс в доте. А, вот, короче, я вспомнил гениальную мысль. Да не-не-не. Короче, надо сделать так, чтобы вот, смотрите, вот ты ставишь опс на сапе, да? Ты ставишь опс, если он простоял 6 минут, его не сломали, ты получаешь за него голду. Отличная идея. как достижение. Вознаграждение, да. О, вот это точно надо сделать. Просто Поставил на базе как ты реально на кэрри поставишь на базе, опс. Вот, так я Не, был не, вначале опсы нет, покупать и на баз стать. Нет, и должны еще сделать как минимум, чтобы сентри стоили 150 голды. Потому что сентри слишком мало стоят. Типа 50 голды за сентри это слишком мало. Нет, в центре все нормально. Нет. Их И вообще нормально. должны сделать так, чтобы опсы стоили бабок. Ладно, Илюх, я в следующем патче на кэрри, ты на спорте. Я посмотрю на тебя с ботинком. Если будем выигрывать, Дай бог, ты на ботинок на 20-й нафармишь. В принципе, мне нравится хорошая шмотка. У тебя есть что-то сдизейблить, что-то задоджить, и он фармить помогает, мана дает. Отличный итем. Он очень хороший итем, но не берут, потому что он просто дорогой. Возможно, если, чтобы он больше юзабельным был, сделать так, чтобы твой тиммейт тоже мог двигаться, когда ты на него кидаешь. Но это будет чересчур имбанально. Для меня в целом по итемам нравится. Другое дело, что просто вот ландшафт, Рошан утомил. А просто его как-то передвинуть и придумать, как более забалансить. Может, как-то, чтобы была какая-то вот весомая альтернатива, если ты его не можешь задефать. Я не знаю, как конкретного героя, но может такая фишка была бы прикольная, добавить, как в Dot авточес было, там какие-то перки стакаются, если играет Clockwork Timber, что-то вроде одной фракции, у них плюс 1 реген, если они в каком-то радиусе рядом с друг другом. Плюс 1 армор. Не знаю, немного, но что-то, может, как-то так работало. Короче, неважно, просто я скажу все свои мысли. Так, ландшафт, да? Ландшафт я просто все поменял. Ну, неважно. Он сейчас прикольный, я бы поменял, чтобы просто интереснее было бы изучать карту. Так, айтемы. Мне все нравится. Я бы добавил еще много новых айтемов, потому что чем больше айтемов, тем больше у тебя различных вариаций, как ты будешь играть, как будешь думать, как собирать героев. Герой, да? Ну вот герой. Я бы удалил бы бруду, или бы реворкнул, чтобы не было пауков. Течиса удалил бы, либо реворкнул бы. Или бы сделал бы так, чтобы ультамин не ваншотил кора хотя бы. Определяем корты или нет по твоему закупу. Так, что это у нас? Больше 20 тысяч не ваншотит. Я представляю, как Минтечис определяет это так. Так, что еще? Детект от дебила. Я бы поменял, чтобы героев не так много банило. Тебя спросили? Ну да, героев тоже в матчмейкинге героев тоже не должно банить так много, потому что ты хочешь сыграть на героя, ты заходишь в матчмейкинг, ты не можешь там 5 игр подряд на нем сыграть, потому что он в бане. Да, не знаю, мне плюс-минус все нравится в матчмейкинге. Единственное, что, возможно, реборд-систему надо поменять, чтобы руинеры точно получают там бан какой-то посерьезнее. Я бы сделал так, чтобы после первого лива, типа, тебе не давали бан, потому что это слишком нечестно. Именно лив в ММ не должен, типа, мне кажется, бан на время давать, потому что ты же и так жертвуешь ММРами, то есть ты и так ливаешь, ты и так в минусе, и тебе еще тут дают бан на 30 минут, это несерьезно. Ну что же, мы очень хорошо, мне кажется, провели время. Ставьте лайки, чтобы вы, конечно, поменяли. Убили бы вы Баланара, Марса, как бы всех оффлейнеров, которые... Я хочу убить антимагов. Самые сильные герои в доте — это оффлейнеры. Это каждый профессиональный игрок. Убейте 12 тысяч фантомку, ПТС пожалуйста. знает. У тебя 12 тысяч ПТС? У меня 10. У тебя 10 тысяч ПТС. Как бы его мнение тут не варьируется. Так что предлагайте свои идеи, ставьте лайки, ставьте на париматч, пейте Red Bull, носите Secret Lab. одежду. И да. сидите на Сидите Secret Lab. на Secret Lab, да.